Всем привет! Всем привет! С вами Саня и Димон. Ну не как в прошлом видео с Ноутом. Всем привет! Всем привет! С вами Саня и Пердун. Вот у вас только что повтор был. Вы, наверное, уже, скорее всего, я сделал новый заставочный у нас фон с iPhone 4s, который у меня лежит в этой сумке. Дима, что ты делаешь? Полочки. Я думаю, по названию и по превью видео вы догадались, что у нас за видео. У нас вот такой iPhone 4s, я думаю, издалека видно, что подушатанный немного, и тут тоже есть вот маленькая. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, разбитина. Вот в части, вот по нему делал макет, и у нас будет теперь заставка. Я, конечно, еще не знаю, как я там сделал, но я думаю, я нормально сделал. Мы будем делать костер, потому что уже идей нету. Мы сорну в этом лесу, костер. Делать нечего, Дима вот тут палки уже накидывает. Мы вот будем вот на этом бревне, ну, тут везде смола, а вот тут есть еще где сидеть можно. Так что мы вот тут будем, тут у нас вот псина бегает. Сейчас вот, короче, переключимся на основную камеру. Ну, мы и так найдем, короче, там сейчас в руки возьму камеру и покажу. А вот и наш компаньон. Наше место. Так, а вот мы перешли ко мне в руки. Вот мы будем вот здесь сидеть, вот как раз места на двоих хватает. И вот где-то вот приблизительно вот здесь мы будем уже полить костерчик. Сейчас я так аккуратно коробку посниму. О, Дима туда накидал. Ну, вы не думайте, что мы эту коробку будем поджигать. Нет, мы ее просто используем как сбор средств. У нас, те, кто живут в Киеве, знают, что очень сильные дожди. У нас, надеюсь, получится. Ну, судя по всему, что тут недавно полили костры, еще где-то вот там. Я думаю, получится. Так, ну у нас есть тактика кусты. Мы будем, у нас бумага есть, зажигалка. Я думаю, мы положим его туда. Будем под бумагу. Так что не говорите. Под бумагу мы положим туда под кусты. Ничего не думайте, мы будем полить аккуратно. Да. А слышь, Дима, убери отсюда, там грибочек маленький. Этот мухомор, не. Это погано. Давай вот тут возле шишки. Все оно загорит потом. Грибочек. Ну, короче, сейчас мы... Убери эту палку. Короче, сейчас мы разложим и продолжим. Так, вот, вроде бы на таймлапсе было видно, что у нас уже все начинается. Вот, мы говорили, что на кустах. Мы уже очень давно не полили. Последний раз мы вообще на канале полили. Но если именно на этом, то мы когда с родителями шашлыки делали зимой, вот тогда мы полили. У нас еще один канал был, скоро я сниму видео, загружу сюда, как мы костер полили. Там, где мы нашли чел, который не затушил костер, мы и разжигли. Вроде бы, для того, что вчера и позавчера дождь был, хорошо идет. Очень хорошо идет. Камера не передает всего еще. Извините, что у нас так долго нету, потому что мы реально обдумываем, что делать. Потому что снимать нечего, да, Дима? Угу. Ну, вот у тебя есть мнение, что еще снимать? Ну, не мнение, а идеи. Нет. Ну, вот и у меня нет. Так что, ну, придется вот так делать. Коробка вон стоит. Но я ее толком не буду показывать, потому что там есть название фирмы, все такое. А нам эта фирма не платит за рекламу, так что мы рекламировать не собираемся. Опа. У нас осталось 7 подписчиков до 60 этих. 60 подписчиков скоро, нам осталось 7 человек. И мы запишем, может, шашлыдонсы в виде, может, сосисок каких-нибудь в лесу. Что-то я заговариваюсь, давно не говорил на камеру. Сосисок каких-нибудь, да, Дима, пожарим? Скинемся с ним. Пожарим где-нибудь, может даже здесь или где-то вот там еще там хорошие места, деревья поваленные. Может где-нибудь там попалим, Дима вот там палочки берет, он пес обтирается от траву. О, давно этих кадров не было, смотрите, что она делает. Что ты? А что ты?
спалили тебя за наркоману, а? Что ты вот употребил? Что ты употребил? Что ты употребил? О, да ты за собачкой побегал, Дима, лут. Принимай. Кидай его. Целый ряд кустов. Ну, неплохо закинул. Вот так вот. Вот тогда давайте сейчас камеру так поставим на костер, чтобы и разговаривать, ну, чтобы я не ходил, не дергался. Давайте. Так, вот я еле-еле установил камеру. Вот, вроде бы, прям на костер. Дима вот тут уже корой накрыл. Вот, я сейчас вас на фоне буду подкидывать. Я не знаю, меня видно, нет. Ну вот, у нас пока более-менее все хорошо. Ну, у нас просто будет такой, типа, недодушевный видос. Вот, где вот мы попали в чуть-чуть костер. Вот у нас там вылезла эмблема. Обязательно мы все уберем, потушим и ничего в яму, может, выкопаем, засыпем. Как раз у нас есть один копатель ям. Май. Будет нам ямы выкапывать. Ну я тогда уже протащирю пенек. О, присяду. И буду так на фоне палочки подкидывать. Я не знаю, для чего это видео. Просто чтобы было. Попалим. Может завтра будет видео. Может мы вернемся, как и тогда, на круглосуточную. Только ненадолго, потому что нет чего снимать. Ну, ненадолго, может на неделю, типа, видео каждый день, типа, прогулка с собакой. Ну, как раньше, ну, школа ж еще никуда не делась, а вот осталось 2 месяца почти. Ну, ладно, уже, ну да, 2 месяца осталось уже отучиться. Вот сейчас апрель заканчивается, май остается, и все. И все. И мы будем с вами на речке там, может, ездить. Я не знаю, как там у нас лето будет, как все хорошо будет, как год будет идти. И, кстати, я еще на свою семерочку планирую скачать павк обратно. Может, опять... Будет навигатор, будет да, штурмовик. навигатор-штурмовик, может, вернемся немного. Павк, будем стримы вести. Может, по Project Zomboid еще стримы будем вести. Сколько раз так говорили, но не делали. Просто Project Zomboid такой ресурсозатратная система. Еще и OBS снимать. Дима как раз на фоне пенек сломал. Я думаю, это было слышно. Ладно, чтобы вот это вот вы долго не стояли на костер, пока Дима разжигает нам кострик, только, Дима, не провоняй, не испачкайся. Мы пойдем. Куда? Пойдем поищем iPhone 4s. Ну, покажу свои недоспособности в 3D. Спалился. Так, ну давайте же поищем нашу 3D четверку, бета-тест. Я думаю, вы видели еще обзор, я там вам показывал в начале. Так, сейчас мы увидим, где наша четверка. Где же, так, костер не то. Где же наша четверка, которую я, по слухам, где-то здесь выкинул, еще с оригинальной, разбитой. Бета-тест где-то выкинули. Где же она? Я ее не могу найти. Так, Дима, ты знаешь, где находится наша четверка бета-тест серая? Нет? Блин, а где же она? А ну вот они, смотрите, рядышком лежат. То, что слева оригинал, а то, что справа наша. Вот они, смотрите. А ну-ка, сейчас давайте я ее переверну. Вот вроде я перевернул, и тут даже экран горит. А что на экране показывается? А на экране наш канал. 53 подписчика. Не дела. Давайте 7 подписчиков. У нас будет 60, и мы, может, сделаем шашлындосы. Так, пока мы искали нашу четверку бета-тест, Дима уже вот такую сделал шалашину. Не знаю, почему придумал шалашину. И вот уже довольно большие палки. А обломать ты их не хочешь? Почему-то вот такие довольно большие палки уже ложит в костер. И слушайте, благодаря тому лезет в голову. Вчера был дождь целый день, позавчера был дождь и позапозавчера был дождь. И довольно костер высокий горит. Главное, чтобы он не загорелся. Ай, ну ты. Так. Ну, он довольно уже большой. Дим, ты доволен тем, что у нас уже костер есть? Да. Делай свои комментарии спиной к камере. И псинка тут на фоне, да, Май? Что ты к камере прыгаешь? Коробка там рекламная. Дима даже раздувает. Да. Как думаешь, рассказать историю с четверкой? Не знаю.
Думаю, надо. Надо? Думаю, да. Ну тогда мы переходим к тому, что будем рассказывать, что случилось с iPhone 4s вот недавно на днях. Так, вы видите у меня в руках iPhone 4s. Именно 4s побитый, который когда-то уже у нас был вроде бы видео, когда мы снимали на Canon. Я не знаю, было ли это на этом канале. Короче, я думаю, вот у вас справа, вот сейчас вот четверку фон засуну. Вот, у вас вот тут справа от айфона появилась его фотка. Там, где он заблоченный на 37 минут, ну, короче, там на 30 с чем-то, я только уже не помню, куда я фоткал. И сейчас он там написано, типа, iPhone отключен, значит, кто-то пытался уже неправильно вводить пароль. Сейчас мы перейдем в другое место, чтобы костер с Димой не мутился, и чтобы вы меня видели. И я вам расскажу, почему она заблокалась. И именно это не я заблокировал. Вот, смотрите, это я, а это камера, их плохо видно. Так, а мы переходим, значит, к истории. Вот. Сейчас про что мы будем рассказывать. Ну, вы уже видели фотку, то, что iPhone уже отключен. Сейчас я буду вам рассказывать, почему. Такая тупая история. Мы, короче, с Димой пошли гулять с собакой. У меня было на тот момент 2 телефона, потому что я, как идиот, от своего основного iPhone 7 потерял сим-лоток. И, то есть, вот этот телефон использую как просто звонилку. А свой основной, там, игры, Viber. Все. То есть я хожу, и, возможно, у меня с кармана, когда я доставал 7, чтобы переключить музыку на вот этом устройстве, походу у меня выпал из кармана этот телефон. Капец тупая история. И получается, он у меня, походу, где-то выпал, вот тут где-то недалеко в лесу. Я не увидел, пошел домой, ну и дальше начал заниматься своими делами. Там поел, собаку лапы помыл. Сел за ноут, ну и, короче, там, YouTube, игры, все вот это дело, ну, домашку, может, там делал, не помню. И я вот пришел домой где-то в 18:00, где-то 40, может, ну, короче, когда собаку выгулял. И такой думаю, а где же iPhone 4s? Я как раз на него недавно скачал GTA San Andreas, где же он? Я его ищу, нету. Дима, позвони. Дима звонит, а его нету. То есть нету звонков, ну нету, гудки идут, а нету типа рингтона этого айфоновского, вступления. Я бегаю по квартире в поисках хоть какого-нибудь малейшего звука, хотя бы вибрации, типа ву-ву, вот эта вся фигня. И тут, короче, еще и родаки пришли, то есть батя-матя пришли уже, там двери закрывают, разлаживаются. И тут кто-то отвечает на звонок, и типа я у Димы беру телефон, и там какая-то женщина отвечает с детьми, типа... Вы по поводу, типа, там, ну, на украинском языке, вы по поводу потерянного телефона, я там начал всякую фигню нести, типа, да, где вы его нашли. Потом она дала своему мужу, начал говорить, типа, вы по поводу телефона, типа, потеряли его, это все на какой-то там улице, я не буду говорить улицу, чтобы не говорить где, я ее еле нашел. Потом на улицу еще какой-то бред носил. Ну, и, короче, когда мы наконец встретились, он нам протянул 4, я ему говорю спасибо, там какой-то пожилой чел вышел с собакой с подъезда. Я говорю спасибо, типа, мы с Димой, ну, типа, дали новую пачку печенья, ну, чтобы не просто так, хотя бы телефон вернули, они оставили себе, там, сим-карту вытянули, выключили его на запчасти, или, может, ну, типа, ну, хотя взломщиков на них не похоже было. Ну... И, короче, разошлись, я его включаю, чтобы поставить все нормально, и тут стоит типа, iPhone отключен, типа, на час. Вот прям ровно на час было написано, это значит, что не один раз уже вводился пароль. И, значит, получается, там первые несколько попыток, сколько там, по-моему, 5 попыток или 3 попытки даются первый раз. Типа, если ты неправильно, то тебя блокирует iPhone на 1 минуту, потом там на 5 и на 20, по-моему, минут. И есть еще, там что-то собака смотрит, и на час. Ну и вот, походу, на час был заблокирован. Но это меня и смутило, что он пытался разблокировать. Хотя, может связаться, но это не факт. У каждого свое. Ну, такая вот тупенькая история пришла. Потом я пришел, просто сфоткал друзьям эту фотку, что вы сейчас можете видеть. И все. Такая вот тупая история. Кстати, еще вы, наверное, видели там эти некоторые недоподсъемы, типа как нашли его. Ну, короче. Ладно, мы не приступаем, а приступаем к нашему костру.
Так, ладно, отходим от этой не до кринжовых историй. Особенно самое кринжовое было, как я делал подсъемы. Я думаю, в монтаже еще буду не один раз угорать. И когда буду видео вообще когда-нибудь пересматривать. Так, Дима у нас уже вот тут вот такое распалил. Я, если честно, пока делал подсъемы, для вас рассказывал предыстории, как это вот все было с телефоном. Я вот одного не пойму. Как ты такой уже разжег? Вы посмотрите на эту фигню. Вон сколько там углей. Как ты разжег? Как ты разжег, алло? Кусты. Кусты? Это, по-твоему, кусты? Это огромные палки, которых вот этих деревьев обломанные вот тут. Как ты это сделал, рыжий? Рыжий! Как ты это сделал? И не отвечаешь? Вот крыса. Ну, тебе пока прогулка нравится, надо уже закругляться, надо уже заканчивать видосик уже этот. А ты тут только растапливаешь печь. Надо уже завершать. Ну ладно тогда, включимся когда-нибудь, что-нибудь будет порассказывать, потому что, ну, эти долгие кадры, смысл от них. Прошло буквально где-то 2 минуты, но вы как видите, ничего не поменялось, а только потухло. Нам надо как-то еще решать вот этой коробкой, но мы уже ее относить не будем, значит она окажется вон там. Но это будет неинтересно, значит мы сделаем фаер-шоу. Давай рассказывай, что ты хочешь туда закинуть. Закидываем вот эти опилки. Какие именно? Вот эти серенькие. Темно-желтые. И в огнище, и будет фаер-шоу. И все, только из этого? Да? А палок там, я не знаю, как мы называем, фастфуд? Не, Это вот такие штучки. палок нам не надо. Ну тогда давай, начинай. Ну, это будет долго, значит, я стану не до таймлапса, буду страдать и как настоящий монтажер. И, ну ладно, не монтажер, а этот оператор, и монтажер, ну сразу, короче, все. Буду сейчас снимать, как он этой будет хренью заниматься. И сам сказал, что палки не будет закидывать, и палки закидывают. Ладно, давай, Дима, нам уже скоро надо идти домой, мне еще монтировать и делать нашу Надо заставку. уходить. Что ты говоришь? Уже можно домой закидывать. Уже Дима будет это закидывать, но у нас уже тут костер уже подтухает, так что видите, оно неохотно горит, потому что с тушением будет не проблема. Так, дайте я отойду в такую сторону, чтобы не было рекламы видно. Ну давай. Это будет долго, пока коробку проживет. Включимся, когда уже будет разжигание. Хотя нет, не будет включаться, уже разжигание пошло. Эх, жалко коробку. Да, столько тебе помогла. Может, спасем ее? Уже поздно. Да и что ты будешь с ней делать? Так, ну вроде бы уже пламя большое и начинается дымок. Смоук. Внутри. О, коробка загорелась. Ох, пламя увеличивается. Дыма много. О, почти с Диму ростом пламя. Оно уже с Диму ростом пламя. Вау, ну ты, Дима, и фаер-шоу устроил. Коробку там жалко. Ну уже поздно. Большой костерчик. Чисто из коробки. Ну как тебе? Неплохо. Май, тебе как костер? Как костер? Ты видел, какой он большой? Больше тебя в 3 раза. Он как ты ростом. Ну, приблизительно, да. Вот такой костерчик. Шашлычки. Да, сейчас на такой маршмеллоу все плавилось сразу. Палки пообгаривали, все туда внутрь попадало. Ну и все. Ну все, коробка обгорела, и вот уже начинает пламя стихать. Очень сильно стихает уже. На камере почему-то задний фон стал синий. О, все синее, камера балдеет. Сейчас дайте потрясу, ну, вот уже фокус уже нормальный. Ну, все, тухнет уже пламя. Ну что, как твой фаер-шоу? Не, а? Неплохо. Лучше неплохо. Уже домой сейчас будем тушить. Ай! Может, уже сейчас будем тушить и идти домой. Да, уже сейчас будем затухивать. Уже просто 8 часов. 20:00. Пора домой. Сейчас достану свой уже iPhone 7 и посмотрим, сколько время. Ой, извините, хотел фокус так настроить. Время 8 часов 7 минут. Надо идти домой. Фокус расстроился. Дайте настрою. Что ты делаешь?
Короче, палочку надо достать. И сверху ее. Ну ладно, мы сейчас еще чуть-чуть пообгарят, и потом, может, уже где-то вот тут поставим штатив, и будет таймлапс, как мы будем это тушить. Ну вот, мы затушили костер. Все, затушили костер. Дима. У нас еще пока мы тушили, камера упала. Ну вот мы затушили. Бери, Дима, поводок и колонку. Ну мы будем с вами прощаться. Всем пока. Всем пока. А мы пошли домой. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter.